Всем привет! Сегодня я к вам с пятым заключительным разворотом этого альбома, так как под прошлым видео, там где я оформляла уже саму обложку, девушка мне написала, что не было видео по пятому развороту, поэтому я его сейчас отсниму. Да, действительно не было. Я просто подумала о том, что я буду делать точно так, по аналогии, но раз вам это интересно, значит видео будет. Вот готова уже обложка, и мне осталось, конечно, только вклеить этот последний разворот. Вот такие принты я подобрала для этого разворота. На левой странице будет одинарная подложка. Я ее буду клеить на отрезки пивного картона для того, чтобы немножко приподнять, добавить объема. Далее, точно так, как и в предыдущих разворотах, буду использовать отрез кружева. Главное будет картинка с изображением ребенка. Сверху наклею чипборд, покрытый эмбоссингом, и приклею это все на вот такую карточку из коллекции бумаги. Я хочу, чтобы она немножко заходила на подложку для бумаги. Это значит, что в данном участке я не буду просто подклеивать, чтобы туда встала фотография. И вот так сверху добавлю карточку с изображением. Ну и, конечно, куда же без обрезков бумаги. Они создают дополнительные слои. Все эти обрезки бумаги я стараюсь располагать на разных уровнях. Также возьму еще вот такое кружево. И вторая страничка, она будет попроще. Для этого возьму тройную подложку и тоже обрезки бумаги. Еще осталась салфетка. И надпись «Добрые друзья». И, конечно, крепить я буду на анкер. И под прошлым видео меня тоже спрашивали, что это за пуговицы я использую для этих целей. Это самые обычные пуговички. И вот они у меня белые, но нет упаковки. Поэтому я взяла розовые. У меня здесь осталась вот этикетка. По-моему, это какие-то китайские пуговицы. И самое главное, что при помощи них я могу приподнять анкер. Когда сюда встанет 4 фотографии или 3 фотографии, да, то получается, что анкер может вот таким образом как-то плохо держать, либо он может даже как-то деформироваться, поэтому лучше приподнять. Вообще есть в различных фирмах, например, в Скрапбоксе я тоже видела специальные такие подложки в виде чипборда под анкера. Если я найду фото, я добавлю. Использую я эти пуговки. И они мне, правда, очень нравятся. Они на клеевой такой основе. Я думаю, их можно поискать на Алиэкспресс. И здесь важный, конечно, момент. Нужна ножка браться, чтобы она проходила в это отверстие. Вот. Потому как бывают такие анкера, и, вернее, братцы, которые не проходят в это отверстие. Вот у меня такой братц, круглой такой шляпкой вот этой, а если такие есть более квадратные, то они уже не проходят. Это нужно смотреть, то есть подбирать какие-то небольшие пуговички, если вам нравится такое использование. Ну, конечно же, ножка должна быть достаточно длинной и, конечно, чтобы все хорошо крепилось. Но все эти анкера у меня всегда хорошо и братцы держатся, потому что как-то я даже пробовала их отклеивать, это далось очень сложно, как-то что-то я переделывала, поэтому я знаю. Таким простеньким будет последний разворот, так что
Я вам объяснила, что и как. Тоже в конце я буду делать закрепляющие строчки. Так что приступаем.
Вот такая простая страничка, но тем не менее сюда можно записать какую-то, например, дату или что-то интересное, такой журналинг. Далее добавится фотография плюс декоративные строчки закрепляющие. Ну вот и осталось вклеить только последний разворот в альбом. И он будет полностью готов. Если вы творили вместе со мной, дайте мне, пожалуйста, знать. Мне всегда интересно. Я желаю вам удачи, вдохновения и до скорой встречи.